Однажды я поняла, все, что удерживает нас от свободы, это те соглашения, которые мы когда-то приняли как должное. Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь с ощущением, будто несете на плечах невидимый груз. Возможно, вы замечали, как определенные ситуации в вашей жизни повторяются снова и снова, словно по сценарию. Или почему некоторые люди, несмотря на все усилия, никак не могут вырваться из круга бедности, хотя их способности и таланты заслуживают большего. Все это проявление душевных контрактов. Я расскажу вам историю моей клиентки Анны. Успешная женщина, талантливый специалист, но в личной жизни постоянные неудачи. Каждые отношения заканчивались одинаково. Партнер уходил к другой женщине. В ходе регрессивной сессии мы обнаружили контракт, заключенный еще ее прабабушкой. Я принимаю одиночество как плату за благополучие рода. Эта женщина когда-то пожертвовала своим счастьем ради спасения семьи во время войны. И этот контракт передавался из поколения в поколение, влияя на судьбы всех женщин рода. Душевные контракты – это не просто метафора. Это реальные энергетические соглашения, которые мы заключаем на разных уровнях бытия – с родом, с социумом, с самими собой. Они могут служить защитой, быть условием для получения определенного опыта или результатом травматических событий. Но главное, что нужно помнить – любой контракт можно пересмотреть и расторгнуть, если он больше не служит вашему высшему благу. То, что связывает нас с системой – это любовь. То, что освобождает нас – это тоже любовь, но более глубокого порядка, говорил Берт Хеллингер. Это глубокое прозрение открывает нам путь к пониманию природы душевных контрактов через призму порядков любви. Первый порядок любви говорит о праве на принадлежность. Каждый контракт в своей основе – это попытка души сохранить принадлежность к системе. Когда ребенок принимает тяжелую судьбу родителя, говоря внутренне «я буду как ты», это акт любви. Когда женщина повторяет неудачи в личной жизни своей бабушки, это тоже проявление любви, хоть и искаженной. Мы связываем себя контрактами из любви и верности системе. Второй порядок любви касается баланса между давать и брать. Часто контракты формируются как попытка восстановить баланс в системе. Я буду несчастной, чтобы компенсировать чью-то боль. Я откажусь от благополучия, потому что мой род пострадал. Все это контракты, созданные из стремления к равновесию. Но истинный баланс достигается не через страдания, а через признание и уважение. Третий порядок любви – это порядок времени, иерархии. Многие контракты нарушают этот порядок, когда дети пытаются спасти родителей, беря на себя непосильную ношу. «Я проживу несчастливую жизнь вместо тебя, мама» – типичный контракт, нарушающий иерархию любви. Хеллингер учил – любовь течет сверху вниз. Когда мы начинаем понимать эту истину, мы видим, что многие наши контракты – это попытки заставить любовь течь в обратном направлении. Ребенок не может нести судьбу родителя, как бы сильно он его не любил. Быть в согласии с тем, что есть – еще один важный принцип Хеллингера. Парадоксально, но именно полное признание существующих контрактов, понимание их природы как актов любви открывает путь к освобождению. Мы можем сказать: «Я вижу, что этот контракт был создан из любви. Я уважаю эту любовь, и теперь я выбираю любить иначе». Любовь, создающая контракты, это часто детская слепая любовь, основанная на страхе потери и отвержения. Любовь, освобождающая от контрактов, это зрелая любовь, основанная на признании, уважении и принятии жизни такой, какая она есть. Это любовь, которая говорит: «Я вижу твою судьбу и уважаю ее. Я беру только то, что мне принадлежит по праву. Остальное я оставляю тебе с любовью». Так, через понимание порядков любви, мы начинаем видеть путь к истинной свободе, не через отрицание контрактов,
а через их глубокое признание и трансформацию через более зрелую форму любви. Как говорил Хеллингер, решение приходит через уважение к тому, что было, и согласие с тем, что есть. В контексте работы с контрактами это означает признать любовь, создавшую контракт, поблагодарить ее за защиту и уроки, и затем позволить новой, более зрелой форме любви указать путь к свободе. Анатомия душевных контрактов. Путь от понимания к свободе. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о душевных контрактах, тех невидимых нитях, которые формируют нашу реальность. Представьте контракт как тончайшую, но невероятно прочную нить, пронизывающую само полотно нашего существования. Эта нить соединяет душу не просто с конкретным опытом или убеждением, она связывает нас с целыми пластами реальности, формируя то, как мы воспринимаем мир и взаимодействуем с ним. Знаете, контракты формируются на разных уровнях нашего бытия. На личном уровне они создаются через травматический опыт, значимые решения и сильные эмоциональные переживания. Каждый из нас несет в себе невидимые соглашения, которые формируют нашу реальность. На личном уровне душевные контракты рождаются как мгновенные отпечатки значимых событий нашей жизни. Представьте ребенка, который впервые сталкивается с предательством друга. В этот момент может родиться контракт «доверять опасно». Или первую серьезную неудачу в школе, создающую договор «я не способен быть успешным». Травматический опыт создает самые глубокие контракты. Развод родителей может породить убеждение «любовь всегда заканчивается болью». Публичное унижение формирует установку «быть заметным опасно». Потеря близкого человека может привести к решению «привязываться значит страдать». Эти личные контракты со временем переплетаются с родовыми динамиками, создавая сложную систему убеждений и поведенческих паттернов. В моменты сильных эмоциональных переживаний мы часто принимаем решения, становящиеся контрактами. После предательства больше никогда никому не поверю. После провала лучше не рисковать. После потери нужно всегда быть готовым к худшему. Эти решения, принятые в состоянии эмоционального шока, становятся программами, управляющими нашей жизнью, влияя на выбор партнеров, карьерные решения, отношение к деньгам и способность строить близкие отношения. Особенно важно понимать, что личные контракты часто резонируют с родовыми паттернами. Когда ребенок переживает травму, похожую на травму родителя, контракт усиливается через поколение. Это создает то, что мы называем системной динамикой, повторяющиеся сценарии в роду. Личная травма отвержения, соединяясь с родовым паттерном одиночества, создает усиленный контракт изоляции. Опыт финансовой потери, встречаясь с родовым страхом бедности, формирует глубокий контракт нехватки. Предательство в отношениях, накладываясь на родовую историю измен, рождает контракт недоверия к противоположному полу. Исцеление требует работы на обоих уровнях – осознания и трансформация личных травматических контрактов, а также понимание и гармонизация родовых динамик. При этом важно помнить, каждый контракт, даже самый болезненный, изначально создавался как защита. Это была лучшая стратегия выживания в тот момент. Признание этого становится первым шагом к трансформации. Путь к свободе лежит через осознание контрактов, благодарность за их защитную функцию, понимание, что сейчас мы можем выбрать новые стратегии и создание более здоровых способов взаимодействия с миром. В этом процессе важно сохранять глубокое уважение как к личному опыту, так и к мудрости рода, позволяя старым контрактам трансформироваться в новое, более свободное состояние бытия. Ведь каждый шаг к осознанности – это шаг к истинной свободе выбора, где мы не отвергаем прошлое, а интегрируем его мудрость в новый опыт. Родовые контракты
глубинные связи и системные динамики. На родовом уровне контракты проявляются как мощные силы, формирующие судьбу целых поколений. Представьте их как невидимые нити, соединяющие нас с опытом наших предков, их решениями, травмами и триумфами. Через семейные традиции контракты передаются в виде неписанных правил и убеждений. В нашем роду женщины всегда жертвуют карьерой ради семьи. Или мужчины нашего рода умирают молодыми. Эти убеждения не просто слова, это энергетические программы, влияющие на судьбы потомков. Непрожитые травмы предков – особенно мощный источник родовых контрактов. Когда прадед потерял все имущество в войну, в роду может закрепиться контракт страха благополучия. Когда прабабушка пережила голод, в роду может появиться навязчивая тяга к накопительству. Эти травмы, непрожитые и непереработанные, становятся частью родовой памяти. Системные динамики рода проявляются через повторяющиеся сценарии, разводы в одном и том же возрасте, болезни, преследующие определенные поколения, финансовые взлеты и падения, повторяющиеся циклически, отношения между родителями и детьми, копирующие предыдущие поколения. Особенно ярко родовые контракты проявляются в критических точках жизни, при создании семьи, при рождении детей, в моменты важных выборов, в кризисных ситуациях. Часто родовые контракты маскируются под судьбу или карму рода. «У нас в роду все, такова наша семейная судьба». Эти фразы часто указывают на действующий родовой контракт. Важно понимать, родовые контракты создаются из любви и преданности системе. Они были защитными механизмами, помогавшими роду выживать в сложных условиях. Но то, что служило защитой для предков, может стать тюрьмой для потомков. Распознавание и трансформация родовых контрактов – это искусство балансирования между уважением к предкам и правом на собственную судьбу. Это не отказ от рода, а новый уровень связи с ним, более осознанный и свободный. А на кармическом уровне через опыт прошлых воплощений, групповую карму и коллективные договоренности. Позвольте рассказать вам историю моей клиентки Анны. На первый взгляд она была образцом успеха, блестящая карьера, финансовое благополучие, признание в профессиональной среде. Но в личной жизни раз за разом разворачивался один и тот же сценарий. Каждый партнер в определенный момент уходил к другой женщине. В ходе глубинной регрессивной работы мы обнаружили мощный родовой контракт, корни которого уходили во времена войны. Ее прабабушка, спасая семью, приняла судьбоносное решение. «Я принимаю одиночество как плату за благополучие рода». Это был акт великой любви и самопожертвования, но он создал паттерн, который впоследствии стал передаваться по женской линии. Давайте рассмотрим, как раскрывается анатомия такого контракта. На внешнем уровне мы видим повторяющийся сценарий в отношениях, неспособность создать длительную связь и успех в других сферах жизни как компенсацию. Глубже лежит эмоциональная структура, глубинный страх предательства, неосознанное ожидание одиночества и внутренний конфликт между желанием близости и верностью роду. Еще глубже мы находим родовую динамику, передачу паттерна по женской линии, бессознательную лояльность предку и искаженное понимание любви через призму жертвенности. И, наконец, на самом глубоком духовном уровне происходит искупление родовой кармы, трансформация понимания любви и восстановление естественного порядка в системе. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об особом виде душевных контрактов, о контрактах искажения. Это те невидимые соглашения, которые формируются неестественным путем, а через травматический опыт, манипуляции и внешнее вмешательство в нашу энергетическую систему. Представьте чистый поток воды. Это ваша изначальная энергия, ваше истинное предназначение. Теперь представьте, что кто-то построил на этом потоке искусственную дамбу.
или отвел русло в другую сторону. Это и есть контракт искажения. Он меняет естественное течение вашей жизненной энергии, часто уводя вас от истинного пути. Контракты искажения могут формироваться разными путями. Иногда это происходит через сильную эмоциональную травму, когда в момент шока или стресса мы принимаем решения, искажающие наше восприятие реальности. Мне нельзя доверять людям. Любовь всегда приносит боль. Я должен страдать, чтобы быть достойным. Особенно коварны контракты, созданные через манипуляции. Например, когда значимый человек или духовный наставник использует свой авторитет, чтобы навязать определенные убеждения или модели поведения. В такие моменты может формироваться контракт подчинения чужой воле и отказа от собственной силы. Важно понимать, мы не несем ответственности за те контракты, которые были навязаны нам через манипуляции или травмы. Как говорится в материалах сеанса, это была махинация-манипуляция. Я не несу ответственность за решения других людей. Осознание этого – первый шаг к освобождению. Признаки контрактов искажения – ощущение, что живешь не свою жизнь. Необъяснимое блокирование важных жизненных сфер, повторяющиеся ситуации потери силы. Чувство внутреннего конфликта между «надо» и «хочу», сложности в проявлении своих талантов и способностей. Особенно важно понимать, что контракты искажения часто маскируются под духовные уроки или кармические задачи. Они могут прикрываться красивыми словами о самопожертвовании или высшем служении, но на самом деле служат только ограничению вашей истинной силы и свободы. Путь к освобождению от контрактов искажения начинается с их осознания. Важно честно посмотреть на свою жизнь и задать себе вопросы: все ли мои убеждения действительно мои? Все ли мои обязательства я принял осознанно? Все ли мои ограничения служат моему развитию? Работа с контрактом требует особой деликатности, ведь за каждым из них стоит глубокая любовь и преданность системе. Трансформация происходит не через отвержение или борьбу. Она начинается с признания мудрости и любви, стоящей за контрактом. Продолжается через понимание, что условия, создавшие контракт, больше не актуальны, и завершается благодарностью предкам за их жертвы и выбором новой судьбы. В случае Анны исцеление началось с глубокого признания подвига прабабушки и благодарности за спасение рода. Это позволило трансформировать контракт из одиночества как плата за благополучие в «Я принимаю любовь и благополучие как дар моих предков». Помните, каждый контракт – это не просто ограничение. Это глубокая история любви и преданности, требующая уважительного и осознанного подхода к трансформации. В каждом контракте заключена мудрость, и наша задача – не отвергнуть ее, а преобразовать в новое, более свободное выражение любви. Давайте вместе исследуем эти глубинные связи и найдем путь к истинной свободе, той, что рождается из понимания и благодарности. Процесс трансформации контрактов искажения – это священное путешествие возвращения к своей истинной природе. В основе мироздания лежат коны любви, которые изначально защищают каждую душу. Любое насилие, магические воздействия, ложь и манипуляции – это попытки нарушить эти божественные законы, временно искажая естественный поток жизненной силы. Важно понимать, когда мы сами становимся источником манипуляций, используем магию, проявляем агрессию или предаем других, мы создаем новые контракты искажения. Эти контракты не только ограничивают тех, против кого они направлены, но и возвращаются к нам через закон кармического баланса. Любое действие против другого человека – это действие против самого себя и своего рода. Когда мы причиняем боль другим, мы первыми теряем защиту высших конов любви. Предавая других, мы предаем свою истинную природу.
Используя магию или манипуляции, мы сами попадаем в ловушку искаженных энергий. Это как бумеранг, все возвращается к своему источнику. Путь исцеления начинается с признания не только чужих вмешательств в нашу жизнь, но и наших собственных действий по отношению к другим. Это может быть непросто – увидеть себя не только жертвой, но и источником искажений. Однако именно это осознание открывает путь к истинной трансформации. Возвращение силы происходит через прощение себя за моменты слабости, когда мы были жертвами, принятие ответственности за ситуации, где мы были агрессорами, восстановление связи с родом и его защитой, создание новых здоровых границ в отношениях. Когда мы восстанавливаем свою роль Творца жизни, берем ответственность за свои действия и выбираем путь любви вместо манипуляций, происходит удивительная трансформация. Все искусственные конструкции естественным образом растворяются в свете нашей истинной силы. Помните, законы любви вечны, а любые искажения временные. Ваша душа всегда знает путь домой, к своей истинной природе. И этот путь лежит через честность с собой, уважение к другим и выбор любви вместо страха и манипуляций. Готовы ли вы вернуться к своей истинной природе? Помните, вы никогда не были одни. Вся мудрость вашего рода, вся любовь Вселенной всегда остается с вами, ожидая момента, когда вы вновь признаете свою истинную силу и право быть творцом своей реальности. Творцом, действующим через любовь и уважение к себе и другим. Распознавание душевных контрактов, универсальные законы системных связей и их проявления. В основе всех человеческих взаимоотношений лежат глубинные законы, которые Берт Хеллингер не изобрел, а скорее открыл заново, наблюдая за тысячами семейных историй. Эти законы существовали всегда. Как существует гравитация или законы термодинамики. Они проявляются в каждой культуре, в каждой эпохе, определяя динамику человеческих отношений и формирование душевных контрактов. Душевные контракты – это невидимые соглашения, которые проявляются через конкретные паттерны в нашей жизни. Словно актер, раз за разом играющий одну и ту же роль, человек может обнаружить себя в похожих ситуациях. Одинаковые конфликты на работе, похожие проблемы в отношениях, повторяющиеся финансовые трудности. Глубже лежат необъяснимые страхи и блоки, иррациональные реакции, которые не имеют очевидной связи с личным опытом. Например, человек может испытывать панический страх высоты, хотя никогда не падал, или страх воды, хотя не имел травматического опыта с ней. Часто эти страхи – отголоски родовых травм или кармических событий. Ограничивающие убеждения формируют следующий слой контрактов. В нашей семье никто не добивается успеха. Женщины нашего рода несчастливы в браке. Мужчины в нашем роду умирают молодыми. Эти убеждения действуют как самосбывающееся пророчество, формируя реальность поколение за поколением. Кармические связи проявляются через необъяснимое притяжение к определенным людям или ситуациям, а также через чувство старого долга или незавершенного дела. Родовые обязательства – особенно мощная форма контрактов. Как говорил Хеллингер, мы несем в себе судьбы тех, кто был исключен из системы. Если кто-то из предков был забыт, отвергнут или его судьба была слишком тяжелой, потомки неосознанно пытаются исправить эту ситуацию, неся на себе тяжесть непрожитых судеб. Эти паттерны следуют определенным законам, закону принадлежности, где каждый член системы имеет право на принадлежность, закону баланса, требующему равновесия между давать и брать, и закону порядка, определяющему естественную иерархию в системах. Нарушение любого из этих законов создает искажения и формирует контракты. Распознавание контрактов начинается с внимательного наблюдения за повторяющимися паттернами в жизни.
Важно смотреть не только на личную историю, но и на историю рода, задаваясь вопросами о повторяющихся сценариях, семейных традициях, похожих судьбах и табуированных темах в семейных разговорах. Понимание универсальных законов, открытых Хеллингером, помогает увидеть, что наши личные сложности часто являются проявлением более глубоких системных процессов. Это не снимает с нас ответственности, но дает ключ к более глубокому пониманию и трансформации. Работа с контрактами – это не попытка исправить систему или избавиться от влияния рода. Это путь к более глубокому пониманию и принятию всех частей системы, включая те, что были исключены или забыты. Только через такое полное признание возможна истинная трансформация и освобождение. Путь к трансформации – от осознания к свободе через уважение к системе. Работа с душевными контрактами – это тонкое искусство трансформации, основанное на универсальных законах бытия. Бёрд Хеллингер, наблюдая за тысячами семейных историй, не создал новую теорию, а скорее открыл и систематизировал те закономерности, которые существовали всегда, подобно законам физики или математики. Исцеление приходит через признание того, что есть, и через уважение к тому, что было. Эти его слова отражают фундаментальный принцип работы с душевными контрактами. Первый шаг на пути трансформации – это искусство распознавания контрактов. Подобно тому, как врач учится различать симптомы болезней, специалист по работе с контрактами должен научиться видеть их проявления в жизни человека. Это могут быть повторяющиеся сценарии в отношениях, необъяснимые страхи, ограничивающие убеждения или странное притяжение к определенным ситуациям. Второй шаг – глубокое понимание природы и источника контракта. Каждый контракт имеет свою историю, свой контекст появления. Возможно, это была защитная реакция на травму, способ выживания в сложных обстоятельствах или акт любви и преданности роду. Важно помнить, что в момент создания контракт всегда служил благой цели. Третий шаг – осознание влияния контракта на текущую жизнь. Как этот древний договор проявляется сейчас? Какие области жизни он затрагивает? Что поддерживает его существование в настоящем? Часто контракт продолжает действовать просто потому, что мы не осознаем его присутствие. Четвертый, самый деликатный этап – это поиск экологичных способов трансформации контракта. Здесь критически важно действовать с глубоким уважением к системе. Нельзя просто разорвать контракт. Это может вызвать сопротивление системы и создать новые проблемы. Вместо этого мы ищем способы его естественной трансформации через признание мудрости, стоящей за контрактом, благодарность за защиту и уроки, осознание, что условия, создавшие контракт, больше не актуальны, создание нового, более здорового способа взаимодействия с реальностью. Особое внимание стоит уделить принципу сохранения энергии контракта. Энергия не исчезает, она трансформируется. Поэтому работа с контрактами – это не уничтожение старого, а его преобразование в новое, более полезное состояние. В этом процессе важно помнить слова Хеллингера о том, что любое решение должно служить жизни. Это означает, что трансформация контракта должна вести к большей свободе, любви и жизненной силе не только для отдельного человека, но и для всей системы в целом. Путь трансформации – это всегда путь любви и уважения. Мы не боремся с контрактами, не пытаемся их победить или уничтожить. Вместо этого мы создаем пространство, где старые соглашения могут естественным образом преобразоваться в новые, более свободные формы бытия. Это похоже на процесс роста растения. Мы не тянем его вверх силой, а создаем условия для естественного роста. Помните, каждый шаг в этом процессе должен совершаться с глубоким уважением к мудрости системы и с пониманием того,
что мы работаем с живой тканью взаимоотношений, где каждое изменение влияет на целое. Мудрость освобождения – путь к осознанной свободе через трансформацию контрактов. В глубине каждого душевного контракта скрыта особая мудрость. Подобно тому, как иммунная система создает защитные механизмы для выживания организма, наша психика формирует контракты для защиты души в моменты испытаний. Каждый контракт – это своеобразная капсула времени, хранящая в себе стратегию выживания, которая однажды спасла нас или наших предков. Карл Юнг говорил: «Пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой». Эти слова раскрывают ключевой принцип работы с контрактами. Осознанность – первый шаг к свободе. Когда мы начинаем видеть свои невидимые соглашения, мы обретаем способность выбирать, поддерживать их или трансформировать. Представьте контракт как старый защитный доспех. Когда-то он был необходим для выживания в битве, но носить его постоянно значит ограничивать свои движения и возможности в мирное время. Точно так же душевные контракты, созданные для защиты в прошлом, могут стать тюрьмой в настоящем. Процесс освобождения от устаревших контрактов требует особой мудрости и деликатности. Это не просто отказ от старого, а скорее интеграция его мудрости в новый опыт. Каждый контракт содержит в себе ценный урок, важное знание о выживании и адаптации. Наша задача – сохранить эту мудрость, трансформируя ограничивающую форму ее проявления. В работе с контрактами важно помнить несколько ключевых принципов. Уважение к защитной функции контракта. Признание того, что каждый контракт был создан из любви и стремления к выживанию. Понимание временной природы контрактов. То, что было необходимо вчера, может ограничивать нас сегодня. Осознание системной природы изменений. Трансформация личных контрактов влияет на всю систему взаимоотношений. Сохранение баланса между старым и новым. Интеграция мудрости прошлого опыта в новые формы существования. Освобождение от ограничивающих контрактов – это не единовременное событие, а постепенный процесс роста сознания. С каждым осознанным шагом мы расширяем пространство своей свободы, не отвергая прошлое, а трансформируя его энергию в новые возможности. Как специалисты, мы призваны быть проводниками в этом тонком процессе трансформации. Наша роль – создавать безопасное пространство, где душа может исследовать свои древние соглашения и выбирать новые пути развития. Мы помогаем человеку увидеть мудрость в каждом контракте и найти способы интегрировать эту мудрость в более свободную форму существования. Каждый шаг к освобождению от ограничивающих контрактов – это шаг к более полной осознанной жизни. Это путешествие к подлинной свободе выбора, где мы не отвергаем свое прошлое, а преобразуем его энергию в новые возможности роста и развития. В конечном счете, работа с контрактами – это путь к большей целостности, где мудрость прошлого и свобода настоящего сливаются в гармоничном танце жизни. Это путешествие к той версии себя, где защитные механизмы прошлого трансформируются в осознанные выборы настоящего, а страх уступает место любви и доверию к жизни. Готовы ли вы начать это преобразующее путешествие к свободе выбора? Помните, каждый шаг на этом пути – это акт любви к себе и уважения к мудрости своей души. Душевные контракты – невидимые связи в многомерной реальности. В тонком мире человеческая душа существует в сложной сети взаимосвязей, где контракты заключаются на разных уровнях бытия, формируя нашу реальность и определяя жизненный путь. Давайте рассмотрим основные уровни этих духовных соглашений. Контракты с родовой системой – одни из самых мощных и фундаментальных.
Они формируются с момента зачатия, когда душа входит в конкретную семейную систему. Эти контракты включают неписанные правила рода, родовые задачи, кармические долги предков. Например, если в роду было предательство или несправедливость, потомки могут неосознанно нести контракт на исправление этой ситуации. Часто эти контракты проявляются через фразы «У нас в семье всегда», «В нашем роду принято». Контракты с высшими силами относятся к духовному уровню существования. Это могут быть договоренности о выполнении определенной миссии, обеты служения, духовные обязательства. Такие контракты часто проявляются через глубинное чувство предназначения или необъяснимое стремление к определенной деятельности. Иногда они формируются через религиозные обеты или духовные практики. Особое место занимают контракты с другими душами. Эти соглашения могут быть заключены как в текущей жизни, так и в прошлых воплощениях. Они проявляются через сильные эмоциональные связи, чувство кармического долга или необъяснимое притяжение к определенным людям. Часто такие контракты лежат в основе сложных отношений, где люди словно обречены повторять определенные сценарии. Контракты с эгрегорами и коллективными полями представляют собой соглашения с энергоинформационными структурами, созданными коллективным сознанием человечества. Следующий уровень – это наши договоренности с высшими силами. Возможно, вы когда-нибудь чувствовали необъяснимое стремление к определенной деятельности или глубокое понимание своего предназначения. Это могут быть проявления духовных контрактов, связанных с вашей жизненной миссией. Особое место занимают контракты с другими душами. Встречали ли вы людей, с которыми сразу возникало ощущение давнего знакомства? Или отношения, которые словно повторяют один и тот же сценарий? Это проявление душевных договоренностей, которые могут тянуться через несколько жизней. Существуют также контракты с эгрегорами, такими себе энергоинформационными полями, созданными коллективным сознанием человечества. Это могут быть профессиональные эгрегоры, влияющие на наш карьерный путь, национальные, определяющие нашу культурную идентичность, религиозные, формирующие наши духовные убеждения. Важно понимать, что все эти контракты не существуют отдельно друг от друга. Они переплетаются, усиливают или ослабляют друг друга, создавая уникальный узор нашей судьбы. Например, родовой контракт может усиливаться через взаимодействие с определенным эгрегором, а личные договоренности с другими душами могут влиять на выполнение духовной миссии. Когда мы начинаем осознавать эти невидимые связи, перед нами открывается возможность более осознанного управления своей жизнью. Мы можем оценить, какие контракты все еще служат нашему развитию, а какие стали ограничивающими. Мы можем выбрать, какие связи усилить, а какие трансформировать. Но помните, работа с контрактами требует мудрости и осторожности. Нельзя просто разорвать связи, которые нам кажутся ненужными. Это может быть травматично как для нас, так и для всей системы. Трансформация должна происходить постепенно, с уважением и благодарностью к той мудрости, которая заключена в каждом соглашении. Развивая осознанность в отношении своих контрактов, мы постепенно переходим от роли пассивных исполнителей древних договоренностей к творцам своей реальности. Мы учимся создавать новые, более осознанные соглашения, которые поддерживают наше развитие и помогают реализовать истинный потенциал нашей души. Готовы ли вы начать это увлекательное путешествие в мир душевных контрактов? Помните, каждый шаг осознанности – это шаг к большей свободе и более полной, насыщенной жизни. Каждый душевный контракт имеет свой жизненный цикл, свое время действия и свои условия трансформации. Давайте глубже рассмотрим природу каждого типа контрактов и их временные рамки.
Родовые контракты самые фундаментальные. Они начинают действовать с момента зачатия и продолжаются на протяжении всей жизни, создавая основу нашей связи с родовой системой. Однако важно понимать, что хотя сама связь с родом неразделима, форма этой связи может трансформироваться. Например, контракт «быть жертвой ради блага рода» может преобразоваться в «быть сильным для поддержки рода». Кармические контракты действуют до момента отработки определенного опыта или урока. Их длительность зависит от глубины кармического урока, готовности души к трансформации, осознанности в проработке ситуаций, способности извлекать уроки из опыта. Интересно, что кармический контракт может завершиться в один момент, когда достигнуто необходимое понимание, или растянуться на несколько жизней, если душа сопротивляется уроку. Духовные контракты связаны с выполнением определенной миссии души. Их продолжительность определяется масштабом духовной задачи, готовностью души к служению, условиями реализации миссии, коллективными процессами эволюции. Такие контракты могут быть краткосрочными, например, помощь конкретному человеку, или длиться всю жизнь, как у духовных учителей или целителей. Контракты искажения – особая категория. Они действуют до момента осознания и расторжения, но этот процесс часто происходит поэтапно. Для осознания магических контрактов, как еще можно назвать контракты искажения, необходимо первичное осознание наличия искажения, магии или манипуляции, понимание причин и механизмов формирования контракта. Чаще всего такие контракты связаны с паттернами жертвы, агрессией или магией. И, естественно, расторжение контракта возможно только при условии принятия ответственности за свою роль в контракте и готовность к активной работе по трансформации, и как результат окончательное освобождение и интеграция опыта в жизнь. Важно понимать, что прекращение действия контракта не означает потерю его мудрости. Каждый контракт, даже искаженный, несет в себе ценный опыт, который после трансформации становится нашей силой. При этом важно понимать взаимосвязь разных типов контрактов. Как в сложной паутине, где каждая нить связана с другими, наши контракты влияют друг на друга. Родовой контракт может создавать основу для выполнения духовной миссии. Кармический контракт часто помогает трансформировать глубинные родовые паттерны, а осознание контрактов искажения может ускорить отработку кармы. Завершение одного контракта часто запускает цепную реакцию изменений в других сферах жизни. Это похоже на круги на воде. Трансформация в одной области приводит к неожиданным позитивным изменениям в других. Однако важно помнить о мудром подходе. Каждый контракт имеет свое оптимальное время действия. Попытка преждевременного разрыва может быть травматичной, а искусственное продление контракта – вредным. Мудрость заключается в умении распознавать правильное время для трансформации. Время действия контракта – это не приговор, а возможность для получения опыта, развития осознанности, интеграции уроков и подготовки к следующему этапу развития. Наша задача – быть внимательными к знакам и готовыми к изменениям, когда приходит их время. Время действия контракта – это не приговор, а возможность для получения опыта, развития осознанности, интеграции уроков и подготовки к следующему этапу развития. При этом важно отметить, если вы чувствуете острую, неотложную потребность разорвать определенный контракт, особенно контракт искажения, это может быть тем самым знаком, что время пришло. Ваша душа через это чувство неотложности может сигнализировать о готовности к трансформации. В таких случаях не стоит откладывать, промедление может привести к усилению негативного влияния контракта.
Прерывание душевных контрактов – это глубокий трансформационный процесс, который всегда приносит как позитивные изменения, так и временные сложности. Давайте детально рассмотрим обе стороны этого важного процесса. Среди позитивных последствий первым и самым заметным становится освобождение от ложных обязательств. Представьте, как исчезает тяжесть с ваших плеч, когда вы перестаете нести чужую ношу и фальшивые обещания. Появляется легкость в жизни, словно вы, наконец, сбросили тяжелый рюкзак с ненужными вещами. Далее происходит восстановление истинной природы души. Возвращается ваша подлинная сила, проявляются скрытые таланты, пробуждаются настоящие желания. Это сопровождается чувством возвращения к себе. Вы наконец-то можете свободно дышать полной грудью. Открывается возможность начать новый путь. Перед вами появляется чистое пространство для создания новой реальности, где вы сами выбираете направление движения. Теперь ваши решения действительно принадлежат вам. Особенно важно, что происходит исцеление родовой системы. Ваше освобождение от ограничивающих контрактов создает возможность для трансформации всего рода, словно очищающая волна проходит через поколения. Однако нужно быть готовым и к некоторым сложностям. Часто наступает период дезориентации. Это нормально, ведь ваша система перестраивается. Можно почувствовать себя словно в тумане, когда старые ориентиры уже не работают, а новые еще не сформировались. Требуется время для адаптации к новому состоянию. Ваше энергетическое тело учится жить по-новому. Формируются иные способы взаимодействия с миром. Будьте терпеливы к себе в этот период. Дайте себе время на перестройку. Неизбежно возникает необходимость переосмысления жизненного пути. Старые цели могут потерять актуальность. Придется заново определять свои приоритеты и направление движения. Это важный этап самопознания и переоценки ценностей. Могут возникнуть конфликты с окружением, особенно с теми, кто привык к вашей старой версии. Некоторые люди могут сопротивляться вашим изменениям, ведь ваша трансформация затрагивает и их привычный мир. Помните, что все сложности не вечные. Они – необходимая часть процесса роста. Поддерживайте себя в этот период. Будьте внимательны к своим потребностям. За периодом адаптации всегда следует новый этап развития, где вы сможете проявить себя более полно и аутентично.